Евгений Федорович Окишев, 97 лет, бывший летчик-фронтовик. После ранения комиссован, стал юристом. В 59-м заместитель начальника следственного отдела Свердловской областной прокуратуры, непосредственный начальник Льва Иванова. Несмотря на возраст и тяжелое осколочное ранение в голову, помнит детали той истории в мельчайших подробностях. В том числе появлении тогда официальной версии. Следственная работа вся была сконцентрирована у меня в моих руках, по существу. Я был заместителем начальника следственного отдела, а Иванов был криминалистом отдела. Он, да, подчинен был, Иванов. Мы сами были инициаторами этой версии. И когда запросили Москву в отношении того, что вот не было ли вот таких-то вещей, связанных, допустим, с ракетной техникой или с испытанием нового оружия и так далее. Нас сразу отобрали дело и сказали, что никаких разговоров, объяснять всем, что это был несчастный случай и так далее. Указание поступает от заместителя прокурора РСФСР Леонида Уракова, который срочно прилетает в Свердловск, чтобы лично контролировать исполнение. Я помню, меня называли фашистом только потому, что я родственникам начал объяснять, что это мог быть несчастный случай, так, как было приказано этим товарищам из Москвы, из прокуратуры генеральной, что это был несчастный случай, что никаких разговоров о каком-то убийстве не может быть. Приездом одного только Уракова дело не ограничивается. Окишева, Иванова и их начальника Лукина то и дело вызывают в обком партии. К тем самым чиновникам, которые, помните, в какой-то момент начинают контролировать ход поисковых работ. Обком партии активное участие принимал. И там, по-моему, приезжал кто-то из ЦК, или они связаны по телефону были с Москвой по этому конкретному делу. И им подсказали оттуда о том, что вот так надо вести себя. И вызывали, значит, начальника следственного отдела и криминалиста в обком партии. И там они получили инструкции. А это официальные показания Окишева уже в наши дни следователю Генеральной прокуратуры России Владимиру Соловьеву. Вопрос. Ураков приехал. После этого вы прекратили дело. О каком-нибудь другом расследовании вы что-нибудь знаете? Окишев. Ничего. Что еще больше подтвердило правоту нашей версии. Всех сотрудников следственной группы, которые касались вещественных доказательств, всех отправили для проверки на заражение радиацией. Ну, знаете, когда родственники приходят в слезах с жалобами, приходится им, допустим, какую-нибудь легенду сообщать вместо правды. Это очень тяжело, очень и неубедительно, наверное, звучит, когда этот рассказ начинаешь воспроизводить с чьих-то слов, утверждать, что это было, допустим, так-то, когда тебе известно, что это было далеко не так. И уже напоследок спрашиваем бывшего следователя, было ли ему тогда стыдно? Слишком бедно, говоришь, стыдно. Внутренний протест. Подтвердить существование второго уголовного дела, куда перекочевала большая часть первичных документов, на камеру Евгений Окишев не захотел, но дал понять, что оно существует, и они с Ивановым имели к нему непосредственное отношение.
Последний, если не считать газетной публикации, так и ушел из жизни, не нарушив данную когда-то подписку о неразглашении.